Главный вопрос: на какой стороне тренда вы находитесь? На передней, фронтальной его стороне или на обратной, на задней стороне? И вот сегодня тренинг посвящен именно этому определению передней и задней стороны тренда. Сейчас вы видите рынок, это индекс Великобритании. То же самое мы видим на других площадках, это индекс DAX и валютная пара фунт-иена. Я покажу на вот этом примере. Еще раз, рынок не имеет значения. Это может быть акция, крипта, фьючерс, неважно. Вот вы смотрите на график. Прямо сейчас вам нужно ответить на вопрос, на какой стороне тренда вы находитесь, потому что от этого будет зависеть, будете ли вы принимать решение в направлении этого движения, не будете ничего делать или вообще будете торговать против него, то есть на разворот. Если вы посмотрите сейчас на этот график, очевидно, что большинство трейдеров скажут, цена идет наверх, тренд восходящий, и мы находимся на передней стороне тренда. Но что если это не так? И с большой вероятностью этот рынок сейчас либо затормозит, то есть вы увидите консолидацию, неопределенность, или вовсе развернется. Вероятность вот этих событий составляет 70-75%. И лишь небольшая вероятность, что цена пойдет дальше наверх, и будет шанс у трейдера заработать. Давайте разберемся, в чем же ключевое различие в чтении графика одного трейдера от другого трейдера. Я вам покажу самый надежный способ читать график, используя объективные критерии, индикаторы и ценовые паттерны. Итак, сначала мы начнем с индикатора. Если вы знакомы с моей системой, вы знаете, что я приверженец одного подхода, объективного. То есть, когда нельзя игнорировать какие-то вещи на графике, то есть мы их видим. И вот если вы посмотрите на мой осциллятор, в частности, на две линии поверх осциллятора, вы увидите, что они сейчас находятся в нисходящей фазе, то есть снижаются. Это первое. Второе, то, что вы заметите, цена идет наверх и делает новые максимумы, в то время как мой осциллятор делает новые минимумы. И вот это все мне говорит о том, что это движение практически потеряло силу. И мы близки к обратной стороне тренда. Любой тренд, напомню, делится на две основные фазы. Это фаза моментума, то есть горячая фаза, когда мы видим, цена за минимальное время проходит максимальное расстояние. Вот здесь вы можете заметить, какое сильное было движение. Посмотрите, без откатов, без ничего, очень устойчивое. Это называется моментум. Конечно, мы никогда не будем торговать против этого потока. Если вы посмотрите чуть левее, вы заметите, что моментум начинался еще вот здесь, вот в этих локациях, а здесь только усилился. Линии, вот здесь как раз они называются линии моментума. Вы видите, как расстояние между ними очень большое, даже увеличивается. И вот здесь, посмотрите, что происходит. Линии моментума начинают понемногу сужаться. Ну, расстояние еще просматривается. А вот здесь, прям у правого края графика, все, вы видите, линии практически находятся на одном уровне. И вот это мне говорит о том, что все, с этого момента или вот с этой зоны мы наблюдаем обратную сторону тренда. И вот здесь очень важно определить это заранее, потому что если трейдер, скажем, не обращает внимания на то, что уже состояние рынка поменялось, он может на коррекции вот здесь купить, вот в этой точке, и чисто технически будет прав, потому что классический анализ говорит, что цена сделала новый максимум, была коррекция, покупай. Растянет здесь сетку Фибоначчи, и это не будет ошибкой, но получит ли трейдер от этого прибыль? Скорее всего, нет. И сейчас я предлагаю вам понаблюдать вместе со мной в реальном времени, чтобы это закрепить на практике, как будут развиваться события на этом рынке. То есть очень четко это видно вот здесь. То есть мы видим, цена растет, осциллятор падает, и самое главное, моментум иссяк. То есть все, рынок потерял силу именно вот здесь. Кстати, здесь хочу отметить еще один очень важный момент, что любые индикаторы наподобие скользящих средних или прочих будут показывать, что здесь тренд восходящий и что цена идет наверх и надо покупать. Но вы, используя один инструмент, можете заранее определить, теряет рынок силу или нет, и на какой стороне тренда вы уже находитесь, или на какую сторону тренда, внимание, переходит рынок. И это позволяет принимать очень объективные решения. Показываю вам, как это все происходит. Посмотрите сейчас, например, я продаю индекс Великобритании двумя позициями прямо вот здесь. Почему? Давайте посмотрим вниз. Видите, вот здесь линии моментума пересеклись.
То есть сверху вниз. Это говорит о том, что в ближайшее время нас ждет очень быстрый и сильный разворот на этом рынке, на индексе Великобритании. То есть мы увидим как минимум вот такой импульс вниз до отметки 10600, вот сюда. Крайне-крайне вероятно, потому что, скорее всего, это будет абсолютный максимум сегодняшней сессии, и отсюда цена упадет вниз. Это работает абсолютно на любом графике. Акции, фьючи, крипта, неважно. Я вам специально это показываю в реальном времени. От начала, когда мы с вами разобрали переднюю и заднюю сторону тренда. Вот сейчас мы уже находимся на задней стороне тренда, хотя вы скажете, Аркадий, где здесь признаки задней стороны тренда? Да, рынок идет наверх, цена там делает новый максимум и так далее. Но посмотрите, линии пересеклись в то время, как цена пытается обновлять предыдущий уровень. Это самый верный признак того, что мы находимся в завершающей стадии этого тренда. И таким образом мы можем продать на самой высокой точке, да, по самой высокой цене из возможных. То есть эта зона, это идеальное место для продаж. Чуть выше вы продали, чуть ниже, неважно. Более того, в отдельных случаях это дает соотношение 10 к 1 тейк к стопу, как было у нас в прошлом месяце, где мы брали все вот эти движения разворотные. Давайте сейчас вместе со мной в реальном времени посмотрим. Вот эта зона фиксации прибыли, я могу взять тейк, даже чуть пониже опустить вот сюда, потому что я ожидаю более серьезное движение. И посмотрите, что здесь до первой цели соотношение получается 2 к 1 с запасом даже, тейк к стоп. А если будет еще больше падения, то 6 к 1. Да, если этот рынок обвалится дальше. Но меня интересует вот эта зона, ближайшая зона фиксации прибыли. Добавляю еще объем, еще одна продажа, 3 позиции в рынке, 2 тейка на отметке в районе 10600 и 1 тейк туда вниз я загнал на отметку 10550. Продолжаю наблюдать, обратите внимание, цена до стопа не дошла. Посмотрим, придет ли к тейку. То есть вот это вся зона продаж, обратите внимание. Да, как я сказал, цена может походить, погулять и только потом развернуться. Тем временем линии моментума, посмотрите, они летят вниз, в то время как цена делает новый максимум. Очень хорошие шансы, да, что цена придет вот сюда. Сработали оба тейк-профита, стоп-лосс третьей позиции перевожу без убыток. Обратите внимание, цена подходит к круглому числу 10600. Тестирует, очень важная поддержка, поэтому здесь 2 тейк-профита с соотношением 2 к 1. Фиксируем. Ну и посмотрим, будет ли дальше обвал рынка. Наблюдаем. Возьмем наш стоп-лосс и потянем в прибыльную сторону ровно на уровень 2 предыдущих профитов. Напомню, у нас была продажа вот здесь. 3 позиции, 2 тейка сработали. И сохраняется шанс на еще большую прибыль. Напомню, это самая высокая точка, в которой вы можете торговать развороты, то есть продавать контрдвижение. И вот здесь очень важно определить этот момент объективно, то есть не угадывать, а посмотреть на объективные критерии. Если мы посмотрим сюда вниз на осциллятор, мы увидим, что линии моментума, посмотрите, вот здесь они пересеклись, и все, и полетели вниз, в то время как цена пытается расти. И вот с этого момента вы понимаете, что рынок входит в завершающую стадию, и начинается обратная сторона тренда. То есть вот она передняя сторона, о чем мы говорили в начале тренинга, и вот она обратная сторона. Если мы увидим обратную сторону тренда здесь, в этом нет никакой проблемы, но мы можем упустить существенное движение, как вот сегодня на индексе Великобритании. Наблюдаем. Мне не обязательно следить за этим рынком, я могу оставить так позицию и все, или задать своему советнику и тем, чтобы он взял вот этот стоп, трейлинг стоп, да, и понемногу его двигал за красными точками, если цена будет падать. Все. То есть мое присутствие у экрана, в принципе, не имеет смысла.
Это зона фиксации прибыли. Если цена будет падать, очень важный уровень поддержки. До этого он выступал сопротивлением, теперь поддержка. Поэтому если цена будет падать, крайне вероятно здесь будет остановка. И поэтому здесь мой тейк находится. Возьмем наш стоп и подвинем более агрессивно за вот этот предыдущий максимум. То есть берем стоп и вот сюда. Итого у нас получается с вами. Давайте посчитаем. У нас получается без малого 4 к 1 прибыли к риску. На прошлой неделе было 2 сделки 6 к 1 и 8 к 1. Они в итоге принесли общий профит. То есть крайне важно трейдеру ловить такие движения, но их можно поймать только при условии определения правильной локации для входа, как в тренд, так и в разворот. Я фиксирую прибыль. 5 к 1 тейка к стопу, даже чуть больше. Обратите внимание, цена подходит к важной зоне поддержки. Итого, резюмирую. Позиция 1, позиция 2. Оба тейка в районе 10600 и третья позиция прямо сейчас. Если вы хотите узнать больше про эти инструменты, вот здесь будет QR-код. Переходите и изучайте больше информации об этой системе. До связи. Пока.